В детстве бабушка запрещала мне трогать старую музыкальную шкатулку. Она стояла на самой верхней полке серванта. Маленькая, круглая, покрытая облезшей, шелушащейся красной краской, похожей на засохшую кровь. На крышке был нарисован улыбающийся клоун. Слишком бледный, слишком настоящий. Его нарисованные глаза, казалось, всегда следили за мной, под каким бы углом я ни находился в комнате. Когда я, будучи назойливым ребенком, спрашивал, почему мне нельзя ее открывать, бабушка всегда отвечала одинаково. Ее голос при этом становился сухим и безжизненным. «Потому что он любит играть». «Кто?» – спрашивал я, надеясь на сказку. Она тогда замолкала и крестилась дрожащей рукой, уставившись в пустоту перед собой. После смерти бабушки дом достался мне. Это был старый деревянный дом на окраине полузаброшенного поселка, сажатого между глухим сосновым бором и топкими болотами. Я приехал туда промозглой осенью, когда небо целыми днями исходило мелкой ледяной моросью, чтобы разобрать вещи перед продажей и навсегда закрыть эту главу своей жизни. Внутри все осталось точно так же, как в моем детстве. Тот же запах пыли, старых, отсыревших книг и чего-то неуловимо приторного, сладкого и одновременно тухлого. Будто в углу за плинтусом годами гнили дешевые конфеты. Электричество работало через раз, лампочки тоскливо гудели и моргали, бросая на бревенчатые стены длинные ломаные тени. Ночью дом скрипел так, словно кто-то невидимый и очень грузный медленно ходил по половицам коридоров. Списывал это на усадку старого дерева, на ветер, бьющий в щели, и упорно старался не обращать внимания, пока не нашел шкатулку. Она все так же стояла на верхней полке серванта, покрытая тонким слоем вековой серой пыли. Только теперь ее крышка была приоткрыта. Из черной щели пахло той самой приторной гнилью. Хотя я точно помнил, в детстве бабушка никогда не оставляла ее так. Она всегда запирала ее на маленький медный ключ, который носила на шее вместе с нательным крестом. Я взял шкатулку в руки. К моему удивлению, она оказалась невероятно тяжелой для своих размеров, будто внутри был залит свинец. Снизу торчала старая, наполовину покрытая ржавчиной металлическая ручка для завода. Вокруг нее на донышке была выцарапана неровная, торопливая надпись «Кручу-верчу, запутать хочу». Я усмехнулся собственной глупой тревоге. Что за детские страхи? Бабушки давно нет, суеверия должны уйти вместе с ней. Я взялся за холодный металл и крутанул ручку. Часть вторая. Первая мелодия. Музыка заиграла сразу. Это была тихая, дребезжащая, типично детская мелодия, похожая на те, что звучат в цирковых балаганах начала прошлого века. Но от первых же нот у меня внутри все сжалось в тугой ледяной узел. Музыка звучала глубоко неправильно. Звуки двоились, наслаивались друг на друга. Темп постоянно сбивался, будто пластинку проигрывали задом наперед, или механизм внутри шкатулки пожирал сам себя.
Я опустил взгляд на крышку. Нарисованный клоун медленно, с едва слышным шуршанием, повернул голову в мою сторону. Его нарисованные губы раздвинулись в чуть более широкой улыбке. Я вздрогнул и чуть не выронил шкатулку на пол. Нет, показалось. Просто игра света и тени от мигающей лампочки. Судорожно зашептал я себе под нос. Нервы после долгой дороги и гнетущей атмосферы пустого дома давали о себе знать. Музыка резко оборвалась на полусловие, издал противный металлический скрежет. И в доме стало очень тихо. Настолько тихо, что я слышал собственное прерывистое дыхание и стук крови в висках. А потом сверху, со стороны чердака, кто-то засмеялся. Это был тонкий, хриплый, заливистый детский смех, но в нем не было радости, только издевка. Я замер, чувствуя, как волоски на шее встают дыбом. В доме кроме меня никого не могло быть. До ближайшего соседа было не менее 2 километров глухого подлеска. Часть 3. Искажение пространства. Вооружившись старым тяжелым фонарем, я поднялся на 2-й этаж. Шаг за шагом я обследовал каждую комнату. Везде было пусто. Толстый слой пыли на полу оставался нетронутым, за исключением моих собственных следов. Только в дальней комнате, которая когда-то служила гостевой, оказалось настежь открыто окно. Холодный сырой осенний ветер шевелил грязные занавески, занося внутрь капли дождя и палую хвою. Я подошел ближе, чтобы закрыть раму, и случайно посветил фонарем вниз, на пол под окном. Там прямо в полосе света виднелись следы. Они были совершенно свежими, влажными. Круглые, огромные следы, будто кто-то ходил здесь в гигантских цирковых ботинках с плоской подошвой. Но самым жутким было не это. Следы вели из угла комнаты к окну, но не возвращались обратно. И они были слишком глубокими для человеческого веса. Я с силой захлопнул окно и запер его на задвижку. Руки крупно дрожали, и в этот момент я услышал музыку снова. Ту самую дребезжащую, изломанную мелодию. Она доносилась снизу, из кухни, но шкатулка осталась лежать на столе в гостиной. Я точно помнил, что не уносил ее туда. Когда я спустился, преодолевая дикое желание просто бросить все и сбежать в машину, шкатулка действительно стояла ровно посреди кухонного стола. На чистой клеенке. Музыка играла сама по себе. Маленькая металлическая ручка медленно, рывками делала оборот за оборотом. А рядом со шкатулкой на столе аккуратной кучкой лежали конфеты. Старые, покрытые липким серым налетом. В поблекших, шелестящих бумажных фантиках. От них исходил тот самый приторно-сладкий, удушливый запах гнили, который я почувствовал при входе. Я почувствовал, как по спине медленно течет холодный пот. Разум отказывался верить в происходящее, судорожно пытаясь найти рациональное объяснение. Наводнение? Плесень? Галлюцинации от плесневых спор? И тут
Кто-то отчетливо, горячо прошептал прямо за моей спиной, обдав шею запахом прелых сластей. «Еще разок крутанем?» Я с диким криком резко обернулся, взмахнув фонарем как оружием. Никого. Кухня была пуста, но, повернув голову к темному окну, я оцепенел. В стекле, заменявшем зеркало в темноте, отражалась не только моя бледная фигура. Чуть позади меня стоял силуэт. Высокий, неестественно тонкий, с непропорционально огромной круглой головой, увенчанной растрепанными пучками волос. Силуэт циркового клоуна. Я моргнул, и отражение исчезло. На стекле остались лишь потеки дождевой воды. Часть 4. Полуночный гость. Я забаррикадировался в спальне на 2 этаже, придвинув к двери тяжелый комод. Спать было невозможно. Я сидел на кровати, поджав ноги, и вслушивался в каждый шорох старого дома. Время тянулось невыносимо медленно. Ночью, ровно в 3:17, я проснулся от того, что дом содрогнулся. Это были звуки шагов, но не те легкие скрипы старых половиц, к которым я привык. Это были медленные, невероятно тяжелые, оглушительные шаги. Бум, бум, бум. Кто-то огромный и грузный шел по коридору 1-го этажа. Шаги приближались к лестнице. Каждая ступенька стонала под этим весом. Я судорожно схватил телефон. Связи по-прежнему не было. На экране горел лишь безразличный значок «Нет сети». Шаги поднялись на 2-й этаж. Они проследовали по коридору и остановились ровно возле двери моей спальни. Наступила мертвая, звенящая тишина, а потом из-за двери раздался голос. Веселый, неестественно звонкий, но при этом надтреснутый и скрипучий, словно неисправный динамик. Кручу-верчу. Тук, тук, тук. По дереву двери постучали 3 раза. Медленно, с оттяжкой. Запутать хочу. Я замер, боясь даже вздохнуть. Сердце колотилось в грудной клетке с такой силой, что этот стук, казалось, заполнял всю комнату и выдавал мое присутствие. Вдруг медная дверная ручка пришла в движение. Она медленно, со скрипом поползла вниз. Скрип. Щелк. Замок поддался. Дверь приоткрылась внутрь комнаты на несколько сантиметров. Комод, который я придвинул, заскрежетал по полу, сдвигаемый непреодолимой силой с той стороны. В образовавшейся щели коридора царила абсолютная темнота, но я все равно увидел его, клоуна. Он был невероятно высоким, его голова почти касалась верхнего косяка двери. На нем был старый, грязный, полосатый костюм, покрытый бурыми пятнами. Лицо белое как мел, казалось застывшей гипсовой маской, на которой выделялась нарисованная слишком широко, почти до самых ушей, кроваво-красная улыбка. Но страшнее всего были его глаза. Это не были нарисованные пуговицы или маска. Из прорезей грима на меня смотрели настоящие, человеческие, живые глаза.
желтушные белки, лопнувшие сосуды и абсолютно сумасшедший, голодный взгляд хищника, загнавшего жертву в угол. Часть 5. Ловушка памяти. Он стоял совершенно неподвижно в проеме двери и улыбался своей жуткой, статичной улыбкой. В левой руке он бережно, как младенца, держал ту самую красную шкатулку. В правой руке у него была зажата длинная толстая пеньковая веревка с петлей на конце. «Ты покрутил!» — проскрежетал он, не разжимая нарисованных губ. «Теперь игра началась!» В панике я рванулся вперед, с силой навалился на комод, захлопнул дверь обратно и задвинул ее еще тяжелым платяным шкафом, сдирая ногти в кровь. Снаружи, прямо за тонкой деревянной перегородкой, послышался тихий, довольный смешок, а затем раздался до боли знакомый звук. Скрип. Кто-то с той стороны медленно, издевательски крутил ручку шкатулки. Музыка заиграла вновь, но на этот раз громче, заполняя собой все пространство дома. И вместе с первыми аккордами мир вокруг меня начал стремительно ломаться. Стены комнаты вдруг поплыли, словно сделанные из пластилина. Они начали вытягиваться вверх и в стороны. Коридор за дверью, судя по звукам, удлинялся, превращаясь в бесконечный лабиринт. Я слышал тяжелые, шаркающие шаги, одновременно со всех сторон. Они раздавались с потолка, прямо над моей головой. Из-под половиц пола доносились из глубины бревенчатых стен. Я бросился к окну спальни, надеясь увидеть улицу, но то, что я там обнаружил, заставило меня отшатнуться. За стеклом в глухой ночной темноте стояли лица. Десятки бледных, осунувшихся лиц. Мужчины в старых рабочих куртках, женщины в поблекших домашних платьях, совсем маленькие дети. Все они стояли во дворе дома под проливным дождем, плечом к плечу, и смотрели прямо на меня своими пустыми, немигающими глазами. На лицах каждого из них была нарисована одинаковая, неестественно широкая красная улыбка, точь-точь, как у клоуна. И все они, шевеля посиневшими губами, хором шептали сквозь стекло, заглушая шум дождя: «Кручу, верчу, кручу, верчу». Часть 6. Дневник бабушки. В углу комнаты, под напором расширяющегося пространства, перевернулась старая тумбочка. Из нее вывалились папки с документами и старая потрепанная тетрадь в кожаном переплете. Это был дневник моей бабушки. Музыка шкатулки давила на уши, заставляя голову буквально раскалываться. Но я, ведомый инстинктом выживания, схватил тетрадь и судорожно перелистнул несколько страниц, ища хоть какие-то ответы. Записи были сделаны дрожащей рукой, чернила местами расплылись от слез. 14 сентября 1974 года. Оно снова пришло. Оно требует плату. Когда мой отец принес эту проклятую вещь с ярмарки, мы думали,
Это просто красивая игрушка. Но шкатулка не играет музыку. Она играет нами. Она забирает пространство, путает дороги. Если ты сделал хотя бы один оборот, ты согласился на правила. Твой дом больше не принадлежит этому миру. Ты будешь ходить по кругу, пока не сойдешь с ума. А когда силы покинут тебя, клоун заберет твое лицо для своей коллекции. На следующей странице был набросок петли и один единственный совет, обведенный красным карандашом. Не пытайтесь переиграть его в пространстве. Он владеет им. Единственный способ вырваться – разорвать петлю времени. Не дать музыке закончить свой круг. Но как это сделать, если шкатулка всегда возвращается? Дневник выпал из моих рук. Лампочка под потолком окончательно лопнула, осыпав комнату мелкими стеклянными осколками. Мы остались в полной непроглядной темноте, нарушаемой лишь безумным хором голосов за окном. Часть 7. Девочка на потолке. Свет погас. Телефон окончательно сдох в моих руках, оставив меня наедине с кошмаром. Музыка продолжала играть, становясь все более быстрой, агрессивной, торжествующей. Я забился в угол между шкафом и кроватью, закрыв уши руками. Вдруг в темноте над моей головой раздался тихий, отчетливый звук, словно кто-то медленно полз по потолку, царапая деревянные доски длинными острыми когтями. Я медленно, преодолевая сковывающий ужас, поднял глаза вверх. На потолке, удерживаясь в неестественной позе, сидела маленькая девочка. На ней было изодранное детское платьице, некогда голубое, а теперь серое от грязи. Ее голова была вывернута назад под неестественным углом. Шея явно была сломана. Она смотрела на меня сверху вниз, перевернутым лицом и улыбалась, той самой ужасной, широкой улыбкой клоуна. «Он любит, когда люди пугаются», – прошептала она тонким, надтреснутым голосом. Из ее рта на пол капнула черная вязкая слюна. «Ты тоже останешься здесь. Мы все здесь остались. Места хватит для каждого». После этих слов она резко, с невероятной, насекомью скоростью побежала по потолку прямо ко мне, растопырив тонкие изломанные конечности. Часть 8. Искаженная реальность. Паника вытеснила остатки разума. Я не стал отодвигать шкаф от двери. Я просто развернулся, с разбегу выбил плечом оконную раму вместе со стеклом и выпрыгнул со 2-го этажа наружу. Боль от удара обожгла все тело. Я упал лицом в холодную липкую грязь, сильно повредив ногу и ободрав руки. Не обращая внимания на боль, я поднялся и, хромая, из последних сил побежал к своей машине, припаркованной у забора. Обернувшись на бегу, я замер на долю секунды от открывающейся картины. Дом позади меня уже не был прежним старым пятитесником. Он деформировался, рос вверх, его углы изламывались под неестественными, невозможными углами. Окон в нем стало втрое больше,
и из каждого окна наружу высовывались бледные, улыбающиеся лица тех, кто этот дом забрал ранее. На крыльце, залитом прозрачным лунным светом, пробивающимся сквозь тучи, стоял клоун. Он безучастно смотрел на меня и медленно, ритмично крутил ручку шкатулки. И с каждым оборотом ручки мир вокруг меня стремительно менялся. Деревья у дороги изгибались, принимая форму уродливых, тянущихся ко мне рук. Сама грунтовая дорога прямо на глазах размывалась, исчезала, зарастая вековыми соснами и превращаясь в непроходимый бурелом. Лес буквально шагал вперед, сужая кольцо вокруг меня и дома. Я понял самую страшную вещь, которую пыталась донести бабушка в своем дневнике. Этот монстр не просто пугал своими фокусами. Он буквально перекраивал, путал и переписывал физическую реальность вокруг, стирая любые пути к спасению. Часть 9. Замкнутый круг. Я запрыгнул в машину, завел двигатель. Слава богу, старый мотор отозвался хриплым ревом и рванул с места, вдарив педаль газа в пол. Машину швыряло по ухабам, ветки деревьев с диким скрежетом били по лобовому стеклу, но я упорно ехал вперед, прочь от этого проклятого места. Я ехал всю ночь, не снижая скорости. Дорога петляла, фары выхватывали из темноты бесконечные одинокие стволы сосен. Но каждый раз, когда мне казалось, что я наконец-то выбрался на шоссе, фары выхватывали из темноты один и тот же силуэт. Старый перекошенный деревянный дом на окраине. Я проезжал мимо него, прибавлял газу, но через 10 минут снова оказывался перед его покосившимся забором. Пространство свернулось в ленту Мебиуса. Мир зациклился вокруг этой шкатулки. На рассвете, когда серое холодное небо едва началось светлеть, двигатель машины чихнул, задергался и заглох. Бензин полностью закончился. В салоне воцарилась гробовая тишина, нарушаемая лишь шорохом дождя по крыше. И в этой тишине прямо на соседнем пассажирском сиденье тихо, дребезжаще заиграла музыка. Я медленно, с замиранием сердца, повернул голову. Она лежала там, старая красная шкатулка, безжалостно чистая, без единой капли грязи, хотя я оставил ее в разваливающемся доме. Ее маленькая металлическая ручка медленно крутилась сама по себе, совершая оборот за оборотом, а из глубин маленького деревянного коробка доносился тихий, издевательский, хриплый смех. «Кручу!» – прошептал голос из динамиков, замолчавшей магнитолы. Щелк! Крышка шкатулки сама по себе резко откинулась назад. Из черного, пахнущего гнилью нутра, медленно, судорожно дергаясь, начала вылезать человеческая рука. Бледная, обтянутая тонкой кожей, с неестественно длинными, тонкими пальцами и грязными, поломанными ногтями. Рука потянулась ко мне, ее пальцы слепо шарили по приборной панели, а затем прямо над моим ухом
из холодного воздуха пустой машины. Голос клоуна отчетливо прошептал: «Теперь твоя очередь крутить». Эпилог. Через месяц брошенную машину нашли грибники на глухой просеке возле леса. Машина была абсолютно пуста, двери заперты изнутри. Внутри не нашли никаких следов борьбы. Личные вещи владельца и документы лежали на месте. Только старая, покрытая облупившейся красной краской, музыкальная шкатулка сиротливо стояла на пассажирском сиденье. Молодой полицейский, проводивший первичный осмотр автомобиля, позже уже в психиатрической клинике, рассказывал коллегам и врачам странные бессвязные вещи. Он утверждал, что когда взял шкатулку в руки и случайно приоткрыл ее крышку, в салоне запахло гнилыми конфетами. И перед тем, как окончательно потерять сознание от нахлынувшего потустороннего ужаса, он услышал тихий, вкрадчивый шепот, шедший прямо из динамиков служебной рации. «Кручу-верчу». А потом кто-то хрипло и весело засмеялся прямо у него за спиной в пустой патрульной машине.